Приветствую, вы на канале Крутящий Момент. Сегодня вы увидите ролик, который наделал действительно много шуму, благодаря которому горели чаты. Столько ругани я реально не видел за последний год. Обновляешь чат, 600 сообщений. Обновляешь чат, 600 сообщений. Пуканы горели что у BMW-истов, что у ваговодов. Речь сегодня пойдет о зарубе Audi и BMW. Причем не просто Audi и BMW, а 340 BMW на третьем стейдже против Audi RS3 на четвертом или даже пятом стейдже. Вид у машин очень грозный, но самое главное ихняя начинка. Я уверен, что у вас возник вопрос, а в чем же здесь скандальность? Просто Audi, просто BMW? Нет, ребята, все непросто. Нюанс гонки в том, что владелец Audi, зовут его Дима, приехал на гонки и начал предлагать заезд с Игорем. У Игоря в тот день была минимальная карта на 610 сил. Ранее мы мерили эту карту на стенде. Смотрим на измерения. 610 лошадиных сил, 800 момента. Мощность известна, все понятно и стабильно. Никаких читов и приколов. А теперь давайте перейдем к Audi. Со слов Димы, его Audi будет ехать на минимальной мощности, на буст-оффе. И он говорит, что в автомобиле порядка 600 сил. Сколько примерно сейчас на офф прошивки, сколько сил? Ну, да, без понятия. Машину не замеряли, на оффе, ну, я думаю, сил 600 есть. Вроде как внешне получается одинаковая заруба, 600 сил на 600 сил, но есть нюансы. BMW тяжелее на 150 килограмм и потенциально должна проиграть. Игорь перед зарубой и понимает, что он скорее всего проиграет. Это ВАК, который меня может объехать. Это очень быстрый ВАК. Ну да, там подготовка серьезная, стоит 4. Ну, четвертый? Да, ну чтобы не говорили, что я езжу только со слабыми и выбираю слабых соперников, да. Ну вот кто есть, с тем едем. Вот я сейчас проиграю, ну так и будет. Ну, давай, просто удачи. Давай. Но проигрыш в данном случае должен составлять не более одного-двух корпусов. А теперь давайте посмотрим на гонку и попытаемся понять, что же привело к такому дичайшему скандалу и почему после этого заезда обязательно будет перезаезд. Давайте внимательно посмотрим на зарубу и попробуем разобраться. Готовим на старт тачку Игоря Pro 7. Это BMW F30 340 на третьем стейдже. Игорь, сейчас у тебя гонка будет с RS3. Скажи, пожалуйста, на каком конфиге ты сейчас поедешь? Бензин, 600 сил. То есть на минимальной карте? Ну у меня две карты, минимальная и максимальная. На минимальной. RS3 быстрая, на полном фарше. Ходят слухи, что в машине порядка 1000 сил на боевой карте, но сейчас мы не на боевой карте. Сколько примерно сейчас на офф прошивки, сколько сил? Ну, да, без понятия. Машину не замеряли, на оффе, ну, я думаю, сил 600 есть. То есть минимальное пружинное давление 1,85 бара, минимальный впрыск метанола. Допустим, были бы на боевой карте. Сколько вот она лучше? На боевой 3 бара надув, 6 форсунок по 750 кубиков на впрыск и лучшее время 3,9 100-200. Крепко. А квотер лучше, вот ты ехал на соревнования? Квотер на соревнования 9,8, но ехал на среднем надуве где-то порядка 2,2 бара. Аня, я знаю, что ты болеешь за ВАК, но как ты думаешь, есть у Игоря шанс? Я думаю, что есть шанс. По-любому, то есть машины разные, да, но по-любому шанс. У каждого есть наш шанс. Anдрюх, ты что думаешь? У Игорюхи с места есть шанс. Ходом... Да, я тоже думаю, что ходом нет, вес разный. Ну что там? Ну давай. Давай 60, 200, 220. Хорошо, да. И уходим в гор. Не, чуть-чуть. Давай 60, 200, 220. Хорошо, да. И уходим в гор. Не, чуть-чуть. Сейчас на стоп-кадре вы видите финиш в езде ходом с километража 60-220. Почему я считаю это финишем? Потому что ребята банально договорились ехать до 220 и не топить до талого. Но Димон у нас,
Выжил до 270, сейчас вы это увидите, кстати. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что во всех ВАГ-чатах распространили, что Игоря объехали в точку. Использовав заезд до конца, не учитывая тот момент, что Игорь скинул педаль газа, ну так как договаривались. Разрыв вы видите. А теперь давайте посмотрим, какая замечательная картинка получилась для всех фанатов Audi. 270 на выходе. 270. 5,2 Так, ребятки, поехали 5,2 100-200 вдвоем. на офи. Еще раз и потом с места. Давай еще раз, с места смысла нет. Ну, чтобы у меня был какой-то шанс. У тебя турбо гораздо больше. Ну давай. Давай расходами, раз с места. Давай. Второй раунд, сейчас вы видите стоп-кадр и реальный результат в заезде 60-220. То, что вы увидите далее, это уже будет для форума фанатов Audi, чтобы порадовать их самолюбие и показать, что BMW объехали очень далеко. Но я повторяю, что Игорь на 220 км в час кидал педаль газа. Настоящий спортивный снаряд. Почти 300 км выжили. 300. 100-200 стабильно, 5,2 опять. 100-200, 5-25. В машине тяжелый аккумулятор, не гоночный. То есть машина гоночная. На соревнования одевается 2-килограммовый аккумулятор. Одеваются легкие кованые диски 5,9 килограмм с гоночной резиной. Разбирается полностью салон. Снимаются салон карты разобран дверей. Снят только переднее сиденье и твоя спинка. Все, остальное все на месте. То есть карты дверей на месте, музыка на месте, задний диван на месте. Все на месте. То есть, по сути, здесь ковш еще 7 килограмм ставится, и та спинка справа от тебя 10 килограмм. Дальше машина как бы собрана. То есть, если мы ее облегчим, как на соревнования, машина поедет даже на такой минимальной карте, я думаю, там без 5. Да, ты просто педаль в пол. Ну, чуть-чуть я покажу. Тяга, да? Потому что не будет ничего. А у меня я тоже, если я надуюсь, я тоже. Я вообще не пробовал, я даже не знаю, как будет. Да, ты просто педаль в пол. Ну, чуть-чуть я покажу. Тяга, да? Потому что не будет ничего. А у меня я тоже, если я надуюсь, я тоже. Я вообще не пробовал, я даже не знаю, как будет. Ребятки, что же может быть прекраснее, чем в заезде с места договориться с соперником ехать с преднатяга, а это, подчеркиваю, 1500-2000 оборотов, и самому задубасить с ланча. Хотя Дима говорит, что это, конечно же, был преднатяг, но, ребята, 4200, по-моему, это ланч. Игорь тоже мог бы поехать с 3200 оборотов, и получился бы совсем другой результат. Игорь едет с 1800. Дима едет 4200. Вот такой вот батл, ребята. И разрыв вы видите в своих экранах. Квотер 10.4, смотри, на бустофе. Вдвоем. 0-100, без ланча, 3.1. 100-200, 5.5, квотер 10.4. Ты хочешь еще разы? Нет, смысл. Я ехал где-то с 1800 оборотов. Но мы тоже не раздували. Ну, блядь, со стороны такие не скажешь. Но ты что ушел это. сильнее. Короче, я хочу заехать на всех боях, ты и я. На ковшах, на резине правильной, на все. Так и стоит. Вот это будет интересно. Ты быстрее вроде так по драке, но Ну вот это на будет вот в любом этой случае минимальной интересно. мощности. А? Да, ты хочешь, чтобы я на офе был? Я понял. Нет, ты будешь на... Мы на офе поехали 10,4. Что? На офе вдвоем 10,4. Я на ковшах, на драгмоде, на бензине еду 10,5. Я просто без читов, ну, максимальный. Но мы то есть тоже на максимальный максимум. 100. А то все говорят, что я только выбираю слабый, вот, стоишь 4 разобранный на всех боях. А я на салоне, на всем.
Ну что, все мы видели заезд, вроде как BMW проиграла и ничего такого не произошло. Но дьявол кроется в деталях. Вы посмотрите на разрыв, который получился. Там буквально 2-3 вагона. Это очень-очень много. Я вам скажу из личного опыта, видя такой разрыв, я понимаю, что кто-то здесь сильно лукавит. И в чьей-то машине намек в Audi, скорее всего, сильно больше сил. Проигрыш есть проигрыш, ничего страшного. И на этом проигрыше бы все и закончилось, если бы не одно но. Сразу после проигрыша BMW во всех Audi чатах понеслась информация, что BMW была на полном заряде, на 750 сил, на GB4, на спирте, на всем. Ее разнесла Audi, в которой 600 сил. Эти сообщения, естественно, привели к тому, что фанаты Audi начали ликовать и рассказывать, что BMW это дерьмо, что при равных силах BMW теряют просто в миллион километров. Но, ребята, разве вы в это верите? Я лично нет. Мое мнение, что на 340-ю BMW Игоря велась охота. Специально были сказаны силы, которые немножко не соответствуют действительности. И ключевая цель всего этого была убедить Игоря заехать, разорвать его в хлам и потом разнести результаты этого разрыва в точку по всем чатам и унизить BMW. Вы только на секундочку представьте, насколько фанаты Audi ненавидят 340-ю BMW. Она им просто уже сидит в печенках. Поэтому фанаты Audi пытаются любыми хитростями, уловками поймать 340-ю в неудобный момент, объехать и унизить. Вот такая вот история. Но эта история имеет продолжение, потому что, ребята, будет еще один заезд. Я думаю, что нужно устраивать еще один заезд с условием: Дима едет на всей мощности, что ему доступно, и Игорь едет на всей мощности, что ему доступно. И вот тогда мы увидим, была ли действительно правда в том, что он ехал на минимальной карте, с минимальной картой произошел такой разрыв. Или, может быть, Дима ехал на максимальной карте, просто на самом деле он охотился на Игоря, и задача была убедить его, что он на минимальной карте, и в конечном итоге объехать. Поймите, гонки — это спорт, причем достаточно грязный спорт, где никто, как правило, не говорит правду. Все преуменьшают или преувеличивают. Все охотятся друг на друга, чтобы положить в свою копилочку очередную победу. Я думаю, что это один из тех случаев, потому что это действительно интересно, и в этом заключается вся фишка драга. Ну а теперь, я думаю, что самое время переходить ко второй гонке. Вторая гонка все покажет. Да, скорее всего, что Audi все равно выиграет, но если она и выиграет, то разрыв будет минимальный, никак не в вагон.